Оккупанты обстреляли гостиницу в Кривом Роге. Павла Дурова оставляют в тюрьме, а Лукашенко предлагают завести войска НАТО под Смоленск. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Украина предоставит список целей на территории РФ, чтобы убедить Белый дом разрешить по ним стрелять американским оружием. Реакция в Соединенных Штатах восторженная. Минобороны РФ заявляет о боях в Белгородской области. Как Макрон борется за кресло президента, с которого его хотят согнать. Это левые партии или те, кто победил, озвучивают ситуацию с импичментом. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Второе утро подряд российские ракеты и дроны массово летят в Украину. Снова масштабные тревоги по всей стране, смерти мирных жителей и не менее мирных украинских городов. Этой ночью летело меньше ракет и снарядов, чем предыдущий, но не намного. 81 шахед и 10 крылатых баллистических и аэробаллистических ракет. Удалось сбить 5 ракет Х-101 и 60 дронов, сообщил командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины. К примеру, в Кривом Роге попали в гостиницу «Аврора». Там по состоянию на утро 4 погибших и 16 раненых. Разбор завалов продолжается. Российские так называемые военблогеры снова нашли там американских инструкторов и оправдывают свой обстрел именно этим. Украина предоставит США список целей на территории РФ, чтобы убедить снять ограничения на использование дальнобойного оружия. Об этом пишет издание «Политико» со ссылкой на свои источники. Авторы утверждают, что такой список Украина использует как последнюю возможность изменить позицию Вашингтона. Накануне президент Зеленский говорил, что Курская операция как реакция на отсутствие дальнобойного оружия – компенсация дистанции до российских целей. Реакция в Соединенных Штатах восторженная. 12 августа это не один сенатор Грэхэм, это делегация Сената, двухпартийная, я подчеркну. Грэхэм республиканец и, кстати, сторонник Трампа горячий, а Блюменталь демократ. И вот даже они вели себя, как это немолодые люди вели себя с каким-то юношеским энтузиазмом, не скрывая своих радостных чувств. Вот оценки, которые они давали этой beautiful, brilliant, historical, seismic breakthrough, блестящая, замечательная, сейсмический прорыв. И какой язык тоже, это заключительное заявление. Президент Зеленский нас попросил, и мы настаиваем, и будем настаивать, чтобы американская администрация, во-первых, сняла все дурацкие ограничения по ударам по российской территории, а во-вторых, согласилась к набору, немедленно приступить к набору в наших странах летчиков, желающих принять участие. И они совершенно правильный аргумент. Ведь никого не удивляет, что очень многие добровольцы с Запада участвуют в войне в Украине. Даже есть специальные единицы национальные. Так почему же эту практику не распространить в небо? Вот это решающий рывок. И он обеспечен только благодаря вот этому влиянию блестящей Курской операции. ФСБ продолжает возбуждать уголовные дела против журналистов, побывавших в Судже вместе с украинскими войсками. Теперь в незаконном пересечении границы обвиняется журналист Deutsche Welle Ник Коннелли и корреспондентка украинского канала 1+1 Наталья Нагорная. Ну а сейчас российские медиа и блогеры заявляют о попытках прорыва границы в Белгородской области теперь уже. Конечно же, успешно отраженную попытку. О деталях говорит даже местный губернатор, который, я напомню, запрашивал режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне для области. Доброе утро, дорогие друзья. Обстановка у нас продолжает оставаться сложной. Завтра рассмотрим решение на оперативном штабе по отселению сел Дроновка, Порос, Грайворонского округа, села Старый Хутор, Волынского округов. Порядок отселения, порядок
осуществление единоразовых, единовременных выплат будет доводиться до каждого жителя. В общем, все идет по плану. 3 населенных пункта Белгородской области подверглись нападению, говорит губернатор. Ссылается он на данные Министерства обороны РФ. Ситуация на границе остается сложной, там говорят, но контролируемой, и пострадавших нет. Похоже на вброс, но проверить во время войны это практически невозможно. Павлу Дурову продлили арест на 2 суток в рамках расследования дела о киберпреступлениях. Напомню, французская прокуратура обвиняет создателя Telegram по 12 пунктам. Соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп, отказе передать по запросам правоохранительных органов информацию, необходимую для проведения расследований, соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними, соучастие в распространении такого контента, в распространении и хранении наркотиков, соучастие в киберпреступлениях, в мошенничестве в составе организованной преступной группировки и преступном сговоре с целью совершения тяжкого преступления. Ну и, конечно, отмывание денег, оказание криптологических услуг без лицензии, поставки криптологического оборудования без предварительного декларирования и импорте такого оборудования. К слову, активно реагируют на арест в РФ. К примеру, глава Российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что Дуров не выдаст французским спецслужбам чувствительной информации. Депутаты Госдумы, включая Володина, тоже нашли, что сказать. Ну и, наконец-то, рупор Путина ответил тоже. Слушайте, чистить переписки – это полная глупость, это первое. Второе, государственные служащие, по идее, не должны использовать в служебных целях мессенджеры. Ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности. И Telegram тоже. Поэтому мы в администрации служебных целей ни один мессенджер не используем, потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики. Поэтому, естественно, никто никого ничего чистить не призывает. Песков говорит, что всяческую помощь и содействие Россия готова оказывать, ведь он российский гражданин. Хотя по заявлениям, сделанным ранее, Дуров собирался выходить из российского гражданства. В то же время Объединенные Арабские Эмираты запросили консульский доступ к Павлу Дурову, ведь он является и их гражданином тоже. А мы расспросили эксперта, политического обозревателя и экс-народного депутата Украины, уже давно проживающего во Франции. Андрей Шкиль ответил на наш вопрос. Потому что претензии выставляются к Павлу Дурову следственными органами в рамках европейского законодательства. Это известно, что все мессенджеры, все структуры, которые дают подобные услуги, они прошли через сито уже европейского законодательства. Работала другая вещь. Это то, что много денег уже будет стоить само содержание его, этого телеграмма. И поэтому Дуров перед тем, как выйти на лондонское IPO, он решил сделать такой пиар-ход, полетел в Баку. И он, используя пребывание там Путина, не думаю, что он даже пробовал как-то с ним встретиться, не уверен, что это была просто только игра его окружения. И он прилетел в Париж, зная, что по нему идут следственные действия, и зная, что скорее всего, потому что очень крупное дело, скорее всего, первым же жестом, который будет сделан французской властью, это будет его задержание. И он, я думаю, пошел абсолютно осмысленно на этот шаг для того, чтобы улучшить свое финансовое состояние за счет инвесторов. То есть он отдаст Telegram на IPO, пусть они там инвестируют, развивают, а он будет уже заниматься каким-то своим другим бизнесом, не теряя этот очень важный рычаг влияния, которым является Telegram, рычаг влияния в первую очередь в России. Макрон, к слову, тоже активный пользователь Telegram, как пишет издание «Политика». Также этот мессенджер популярен среди сторонников президента Франции. В подтверждение своих слов источник показал журналистам чат с Макроном в Telegram. «Политика» пишет, что Макрон пользуется Telegram с начала своей первой президентской кампании, то есть почти 10 лет. Но сейчас французский президент сталкивается с другими вызовами, к примеру, с заявлениями группы левых партий об импичменте,
с обвинениями в том, что Макрон, мол, не прислушивается к мнению самих французов, которые они высказали на последних выборах. Об этом мы тоже поговорили с экспертом. Елисейский дворец ждет состав Кабмина, его нет. Левые партии, тут неправильно говорить о том, что это левые партии или те, кто победил, озвучивает ситуацию с импичментом. Это только одна часть. Четвертая часть. Есть такая политическая сила, возглавляемая Жаном Люком Mélenchon'ом, Франция Инсумис. Это непокорная Франция. И они озвучивают историю с импичментом, они озвучивают ситуацию, что вот это невозможно столько ждать. Плюс они цепляются за слова, когда Макрон сказал, что да, вот есть еще хорошие другие кандидаты, мы их тоже рассматриваем, называя фамилии бывших социалистов, потому что главным рычагом победы, главным фундатором этой победы объединенных левых сил были именно социалисты. Лукашенко пожаловался на то, что ему сложно разворачивать Беларусь на восток и что живет он в ситуации или-или. Словом, сложно ему, просят плюнуть на Россию. Говорит, в сложное время живем. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет, что эти бешеные на западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам надо в этой ситуации? Страну, махину эту развернуть с запада на восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа. Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны. Давай, тут отступи, там освободи. Начиная отсюда и заканчивая. Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем. Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%. Вместе с тем он постоянно напоминает, что управлять страной – это его дело, и пусть каждый делает свое. Причем говорит он об этом зачем-то учителям. Зачем тогда приходил вообще? Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео, поэтому не останавливайтесь на достигнутом, мы вам за это очень благодарны. Также, если вы находитесь в России или в Беларуси, то для того, чтобы смотреть нас безопасно через VPN, мы написали целую инструкцию, она будет в первом комментарии к этому видео. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.